Джейн Биркин и Серж Генсбур. Два этих имени прочно связаны с французской музыкальной и кинематографической культурой конца 60-х и начала 70-х годов. И не только французской. Они были иконой стиля, иконой взаимоотношений, на них равнялись, им подражали, они не сходили со страниц таблоидов. Они шокировали обывателей своими песнями, своей раскованной, сексуальной притягательностью. Одно имя Сержа Генсбура чего только стоит. Легендарный французский поэт, композитор и шансонье, известный провокатор и скандалист, манера которого сводилась к одному – эпатировать публику. Иной раз его выкрутасы были за гранью, но публика ему прощала все. Он был любим и обласкан. У него были романы с самыми красивыми женщинами и актрисами своего времени. Они обожали этого циничного хулигана. Например, неподражаемая Бриджит Бардо. Он писал для нее песни, а также активно участвовал в ее личной жизни. С Джейн они встретились в 1968 году на съемках фильма «Слоган». Она прибыла из Англии без знаний языка и особого актерского багажа, с маленькой дочкой на руках. Было ей на тот момент чуть больше 20 лет. А Сержу был 41 год, и его сильно раздражала эта молоденькая дебютантка. Биркин тоже не была от него в восторге и называла его напыщенным снобом, но судьбе было угодно соединить их вместе. После небольшого совместного ужина в ресторане, где он отдавил ей все ноги, а потом, когда пара вернулась в гостиничный номер, он тут же уснул. Она, в свою очередь, признавалась, что более романтического вечера и не знала. Так начался совместный творческий тандем и роман, который до сих пор будоражит умы поклонников и фанатов этой пары. В первые годы совместной жизни они не могли оторваться друг от друга, дурачились, веселились, наслаждались своим счастьем. Серж начинает писать песни для своей любимой, и благодаря ему Джейн начинает заниматься сольной карьерой. Здесь тоже не обходится без провокации. Скандальная и преданная Ватиканом анафеме песня «Жетем» вскоре возглавила чарты нескольких континентальных стран, включая и Великобританию. У этой песни был откровенный подтекст, и сопровождалась она бэк-вокалом Биркин, состоящим из вздохов и стонов. И в этом был весь Серж Генсбур, еврей-лицедей, потомок русских эмигрантов. В 1971 году у них родилась дочь Шарлотта. Серж нескончаемо счастлив, и казалось бы, что мешало жить дальше и радоваться. Но они были публичными людьми, их скандалы и выяснения отношений были на виду, что подогревало общественность и не приносило пользы паре. Они были оба взрывны и темпераментны. Иногда обычный ужин в ресторане мог обернуться скандалом и погоней, после чего Джейн запросто ныряла в сену, а потом следовали страстные поцелуи и объятия. Их богемный образ жизни стал накладывать свой отпечаток. Серж стал много пить, и это не способствовало развитию здоровых отношений. Иногда он поднимал и руку. И в конце концов Джейн почти после 10 лет жизни с ним уходит к Жаку Дуайону, от которого родит потом всем нам известную актрису и модель Лу Дуайон. Но забыть Генсбура она не смогла. Пара продолжает общаться и остается лучшими друзьями вплоть до его смерти. Она до сих пор не может смириться с тем, что ее уход от него невольно приблизил его смерть. Серж скончался от инфаркта в 62 года. Жак Дуайон ушел от нее, сказав, что не выдерживает конкуренции с ее умершим возлюбленным и очень устал от этого. Сейчас ей 74 года, и она продолжает исполнять на концертах песни Сержа Генсбура и часто говорит, что несмотря на прожитую жизнь, будучи замужем за 3 известными людьми, она всегда любила только его. И все песни, которые она до сих пор исполняет, это ее признание ему в любви.